Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я приготовила вот такие вот замечательные слитки. Слитки вяжутся несложно, а выглядят очень красиво. Данная модель идет со швом по подошве и по задней части. Но шов аккуратный и совершенно незаметный. Вот таким вот образом он смотрится по задней части слитка. И вот так вот на подошве. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3 миллиметра. Прежде чем приступить к вязанию вот такой вот модельки слитков, давайте разберемся с принципом ее вязания, чтобы вы их смогли связать на любой размер ноги. Данная модель слитков вяжется вот из такой вот заготовки. Изначально я набираю 20 петель и затем с помощью прибавок добавляю петли. Затем делю данные все петли на две части и убавляю их. Как понять, сколько нам нужно делать прибавок? Это самая главная величина в данных слитках. Я свои слитки вяжу на размер ножки 36. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. И от полученного значения, которое вы найдете в таблице, отнимаем примерно 10% на растяжение, так как пряжа очень хорошо тянется. Получается, у меня длина стопы должна получиться в 21 сантиметр. Данные 21 сантиметра должны получиться от вот этого вот уголочка, начала ряда, до середины вот этой вот части, то есть вот эта вот часть. Получается, прибавляю я петли, пока вот эта вот часть, в моем случае, не получится 21 сантиметр. Вот как я и говорила, 21 сантиметр. Далее я делю вот эти вот все петли на две части и убавляю петли. Ширина всей заготовки примерно составляет 31 сантиметр. Вот эти вот 20 петель в самом начале, которые я набираю 10 сантиметров. Вяжется данная модель слитков очень просто, а на ножке сидит очень красиво. После всего я еще сделала вот такую вот обвязку крючком. Благодаря этой обвязке край намного стал стабильнее и ровненько все смотрится. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спице в самом начале набираем 20 петель. Кончик от рабочей нити оставляем немножко побольше, чтобы сшить небольшой участок шва этим кончиком. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли я провяжу изнаночными. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет также провязываться изнаночной петлей. И начиная со следующего ряда мы с вами будем вывязывать раппорт узора. Получается, наш раппорт узора в высоту составляет 4 ряда, в ширину 2 петли. Но при вывязывании раппорта узора мы в каждом лицевом ряду будем добавлять по 2 петли. Одну петлю в самом начале, вторую в конце. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее мне нужно добрать одну петлю. Поднимаю протяжку между петлями, набрасываю ее на левую спицу и провязываю за короткую стеночку петли одной лицевой скрещенной. Получается, мы с вами добавили одну петлю. После этой добавленной петли я повешу первый маркер. Далее я начинаю вывязывать первый ряд раппорта узора. Начинаем провязывать после первого маркера. Провязываем все петли лицевыми. Мы провязали полностью весь ряд, все петли лицевыми, и у нас на левой спице осталась одна кромочная петля. Вешаем на правую спицу второй маркер. Поднимаем протяжку между петлями, набрасываем ее на левую спицу и данную протяжку провязываем лицевой скрещенной петлей.
Таким образом, мы с вами добавили вторую петлю в конце ряда. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Таким образом, у нас провязывается первый ряд раппорта узора. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 1 лицевая петля, маркер перебрасываю, и сразу после маркера начинается раппорт узора второго ряда. Ввожу свою правую спицу между второй и третьей петлей. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее следующие вот эти вот петли, которые мы пропустили, мы провязываем просто лицевыми. Получается первая петля и вторая. Данные 3 петли составляют раппорт узора в ширину. Вставляем правую спицу между второй и третьей петлей, подхватываем рабочую нить, вынимаем петлю на уровень нашего вязания. Вот эти вот 2 петли, которые мы пропустили, сейчас будем провязывать лицевыми петлями. Первая петля и вторая. Давайте еще раз повторим. Вставляем спицу между второй и третьей петлей, подхватываем рабочую нить, вынимаем петлю на уровень нашего вязания. Следующие 2 петли мы провязываем лицевыми. Первая петля и вторая. И таким образом мы будем провязывать полностью весь наш ряд до маркера второго. До маркера все петли я провязала. Маркер перебрасываю на правую спицу, провязываю 1 лицевая петля и кромочная провязывается изнаночной петлей. Таким образом мы будем провязывать второй ряд узора по изнаночной стороне. Третий ряд раппорта узора. И так как этот ряд у нас идет по лицевой стороне, соответственно, мы в этом ряду с вами добавим еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Между петлями подхватываю вот такую вот протяжку, набрасываю ее на левую спицу и провязываю лицевой скрещенной. Таким образом мы с вами добавили еще 1 петлю в самом начале. Далее провязываем все петли лицевыми до первого маркера. Маркер перебрасываю. И далее после маркера начинается раппорт узора. Провязываю 1 изнаночная петля. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Следующую петлю я провязываю изнаночной петлей. И далее вторую петлю набрасываем на третью и спускаем. Таким образом мы будем провязывать полностью весь наш ряд. Провязываем 1 изнаночная петля. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Это наша вторая петля. Третью петлю провязываю изнаночной. И теперь вторую петлю набрасываю на третью и спускаю. 1 изнаночная петля. Вторую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Третью петлю провязываю изнаночной. И теперь вторую петлю набрасываю на третью и спускаю. Получается 1 изнаночная петля. 1 петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Это наша вторая петля. Третью петлю также я провязываю изнаночной. И теперь вторая петля набрасывается на третью и спускается. Таким образом мы будем провязывать до второго маркера. До второго маркера я все петли провязала, маркер перебрасываю на правую спицу, провязываю 1 лицевая петля. Сразу перед кромочной петлей я еще должна добавить 1 петлю. Поднимаю протяжку между петлями и набрасываю ее на левую спицу. Провязываю лицевой скрещенной. Мы добавили вторую петлю в лицевом ряду третьем. И последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Четвертый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 2 лицевые петли. Так как это у нас изнаночный ряд, добавлять петли мы здесь не будем. Маркер перебрасываю на правую спицу. И далее до следующего маркера мы провязываем все петли изнаночными за правую стеночку петли, чтобы петли не получались перекрученные. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, провязываю 2 лицевые петли и кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали 4 ряда данного раппорта узора в высоту. Сейчас маркеры мы снимаем. И вот эти добавленные петли, которые мы добавляли с 2 сторон, сейчас уже будут входить в узор.
так как раппорт узора у нас 2 петли. Получается, раппорт добавился в начале из 2 петель и в конце из 2 петель. Сейчас мы с вами присоединим нить белого цвета и провяжем еще один раппорт узора, состоящий из 4 рядов в высоту. Прикладываю нить белого цвета, кончик потом белый спрячу по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю, так как у нас меняется цвет рабочей нити, я провяжу лицевой. И далее, так как первый ряд у нас идет по лицевой стороне, я сейчас поднимаю протяжку между петлями и буду добавлять петлю. Провязываю вот эту вот протяжечку лицевой скрещенной петлей. Сразу после добавленной петли я повешу первый маркер. И далее провязываем все петли лицевыми. Это первый ряд нашего раппорта узора. Провязываем так далее до кромочной последней петли. У меня на левой спице осталась одна кромочная петля. Я сейчас повешу на правую спицу второй маркер и подниму протяжку между петлями. Набрасываю ее на левую спицу и провязываю как лицевая скрещенная петля. Мы уже добавили с вами вторую петлю в этом ряду. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая петля, маркер перебрасываю на правую спицу. И сразу после маркера начинаем вывязывать раппорт нашего узора. Вставляю свою правую спицу между второй и третьей петлей. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. Первая лицевая и вторая лицевая. Обратно повторяем. Вставляю свою правую спицу между второй и третьей петлей. Подхватываю рабочую нить, вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываем 2 лицевые петли. Первая и вторая. Вставляю свою правую спицу между второй и третьей петлей. Подхватываю рабочую нить, вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее вот эти петли провязываем лицевыми. Первая и вторая. Таким образом мы будем провязывать далее полностью весь ряд до второго нашего маркера. До маркера я довязала, маркер перебрасываем на правую спицу, провязываем 1 лицевая петля и последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Далее перед началом третьего ряда я перекручу свои рабочие нити, чтобы больших протяжек у нас не образовывалось, вот таким вот образом. И далее продолжаю вязать 3-й и 4-й ряд нитью белого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее из протяжки между петлями я должна добавить петлю, так как это у нас лицевой ряд. Набросила на левую спицу и провязываю за короткую стеночку петли лицевой скрещенной. Далее 1 лицевая петля, маркер перебрасываем. И сразу после маркера начинаем вывязывать раппорт узора 3-го ряда. 1 изнаночная петля, следующую петлю снимаю не провязывая, рабочая нить за работой. Это получается 2-я наша петля, и 3-ю петлю провязываю также изнаночной. Далее 2-ю петлю набрасываю на 3-ю и спускаю. Повторяем, 1-ю петлю провязываем изнаночной, 2-ю снимаем не провязывая, рабочая нить за работой. 3-ю изнаночной провязываем. И теперь 2-я петля набрасывается на 3-ю и спускается. 1-ю петлю провязываю изнаночной, 2-ю снимаю не провязывая, рабочая нить за работой. 3-ю провязываю также изнаночной петлей. И теперь 2-я петля набрасывается на 3-ю и спускается. И таким образом мы будем провязывать полностью весь наш ряд до 2-го маркера. Далее провязываем самостоятельно. До 2-го маркера я провязала, маркер перебрасываю на правую спицу, провязываю далее 1 лицевая петля. И между петлями поднимаю протяжку, набрасываю ее на левую спицу и провязываю лицевой скрещенной петлей. Мы с вами добавили 2-ю петлю. Последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. 4-й ряд. 1-ю кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее до маркера провязываю 2 лицевые петли. Маркер перебрасываю на правую спицу. И все петли до следующего маркера я провязываю изнаночными. До маркера все петли провязала, маркер перебрасываю на правую спицу, далее 2 лицевые петли и последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей.
Мы с вами провязали второй раппорт узора, состоящий из 4 рядов в высоту белым цветом. И получается, у нас добавилось 4 петли. 2 в начале, 2 в конце. Маркеры обратно мы снимаем. Данные петли сейчас будут входить в узор, так как раппорт узора составляет 2 петли, поэтому один раппорт добавился у нас в начале из 2 петель, второй в конце. Рабочие нити мы не обрезаем. Мы далее будем по данному краю поднимать необходимую нам нить. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали одну персиковую полосу и одну белую полосу. Далее будем вязать самостоятельно мятную полосу. Мятную полосу мы будем вязать таким же образом, как мы вязали 2 данных полосы. Получается, в каждом лицевом ряду у нас будут добавляться по 2 петли. Я провязала самостоятельно мятную полосу. Получается 4 ряда в высоту, и у меня добавилось, как обычно, 2 петли в начале и 2 петли в конце. Вот здесь вот с данного края у нас располагается 3 рабочие нити. Далее будете поднимать необходимую вам рабочую нить, вывязывать полосу. Мы будем чередовать 3 цвета нити. Получается персиковый, белый, мятный. Вот эти вот все кончики, которые у нас остаются, мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Оставляем только кончик, когда мы набирали в самом начале. Если посмотреть на манекен ножки, я сейчас самостоятельно для своего размера ноги провяжу, получается, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 полоса. Всего у меня здесь должно быть 9 полос. Не забываем добавлять петли в каждом лицевом ряду по 2 петли. Но вот таких вот полос у всех будет разное количество. Я провязываю далее, получается, вот эти вот все полосы до того, пока у меня от самой последней петли до серединки вот этой вот части, вот таким вот образом, не получится то количество сантиметров, которое я рассчитала в самом начале видео для того, чтобы попасть в свой размер ноги. У меня должна получиться величина в 21 сантиметр. Я провязала самостоятельно 6 полос. Всего у меня в заготовке 9 полос. Общее количество петель, которое у меня располагается на спице, 56. Но вы больше ориентируйтесь на вот эту вот величину, чтобы от кончика до середины полотна ваша заготовка была нужное количество сантиметров, которые вы рассчитали в самом начале видео. Получается, в моем случае должно получиться 21 сантиметр. Если вам не хватает данных сантиметров, тогда можете еще раппорт провязать самостоятельно. Если много, тогда раппорт распустите. Вот это вот расстояние в 20 петель у меня примерно составляет 10 сантиметров. Высота моего полотна примерно 13,5 сантиметров. И после того, когда мы вывязали вот такую вот деталь, и вы получили нужное количество сантиметров от кончика до середины вот этого вот полотна, мы сейчас будем делить данные все петли на 2 части и убавлять их. Так как у меня сейчас на спице располагается 56 петель, я делю их на 2 равные части, получается с одной стороны 28 петель и со второй стороны 28 петель. И данные 2 части я буду вязать отдельно. Я маркером разделила наши петли на 2 равные части. И сейчас мы с вами будем провязывать вот эту вот часть. Далее у меня после мятного цвета идет полоса персикового цвета. Беру персиковую нить, первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. Следующие 2 петли я должна провязать вместе, убавляя в начале одну петлю. Для этого я переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю за нижние правые стеночки 2 петли вместе одной лицевой петлей. Получается с наклоном влево. Далее я провязываю все петли лицевыми, не довязывая до маркера 3 петли.
У меня до маркера остается 3 петли. Первую и вторую петлю я должна провязать вместе одной лицевой петлей. Для этого я переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю данные петли одной лицевой с наклоном вправо. Последняя кромочная петля перед маркером у нас провязывается изнаночная, так как она у нас сейчас будет кромочной. Маркер нам этот уже не нужен. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону и приступаю ко второму ряду раппорта узора с изнаночной стороны. По изнанке убавлять петли мы не будем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 1 лицевая петля. И после этих 2 петель мы начинаем вывязывать второй ряд узора. Ввожу спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее вот эти вот 2 петли провязываем 2 лицевые. Получается первая и вторая. Обратно ввожу спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываем 2 лицевые петли. Ввожу спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываю 2 лицевые петли. И таким образом мы провязываем данный раппорт узора, состоящий из 3 петель, далее до тех пор, пока у меня в самом конце на спице не останется 2 петли. У меня на левой спице осталось 2 петли, я провязываю 1 лицевая петля и последняя кромочная провязывается изнаночной. Переворачиваю вязание на лицевую сторону и приступаем к третьему ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и получается, так как это у нас лицевая сторона, мы с вами должны убавить сейчас в начале и потом в конце по 1 петле. Сейчас я провязываю именно в третьем ряду 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Это наша первая петля. Следующую вторую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Третью петлю я провяжу также изнаночной. Теперь вторую петлю набрасываю на третью и спускаю. 2 петли вместе мы провязываем только в начале ряда. Получается первая петля изнаночная, вторую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой, третья петля изнаночная, и теперь вторая петля набрасывается на третью и спускаются. Данные 2 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяю, первая петля изнаночной провязывается петлей, вторая снимается, не провязывая, третья провязываем изнаночной петлей, и теперь вторая петля набрасывается на третью и спускается. Первая петля провяжем изнаночной, вторую снимаем, не провязывая, рабочей нить за работой, третью провяжем изнаночной, и теперь вторая петля набрасывается на третью и спускается. И таким образом мы вяжем далее до того, пока у меня не останется на левой спице 2 петли персикового цвета. Я провязала ряд далее самостоятельно до тех пор, пока у меня на левой спице не осталось 2 персиковые петли. И так как нам нужно убавить в самом конце 1 петлю, поэтому мы данные 2 петли в самом конце, именно в третьем ряду, будем провязывать одной изнаночной петлей. Мы с вами убавили 1 петлю в начале, провязывая 2 петли вместе одной изнаночной, и вторую петлю в конце. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем к 4 ряду. 4 ряд вяжем без убавления петель, так как это у нас изнаночная сторона. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю изнаночными за правую стеночку петли. Последняя кромочная петля также провязывается изнаночной. Давайте еще данный раппорт узора, состоящий из 4 рядов, повторим. Далее вы будете вязать самостоятельно, при этом убавляя петли. Получается, берем нить белого цвета, так как после персикового идет белая полоса. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Следующие 2 петли я должна провязать вместе одной лицевой за правые нижние стеночки. Таким образом мы с вами убавляем первую петлю. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца данного ряда.
И после того, когда у нас на спице левой осталось 3 петли, первую, вторую петлю я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю эти 2 петли как одна лицевая за верхние правые стеночки с наклоном вправо. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу 1 лицевая петля. И после данных 2 петель мы начинаем вывязывать раппорт узора второго ряда. Ввожу спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываю 2 лицевые петли. Обратно ввожу свою правую спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываю первая петля лицевой и вторая. Ввожу свою спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить, выняла петлю, далее 2 лицевые. Таким образом провязываем далее. В самом конце, когда у нас на левой спице остается 2 петли, провязываем 1 лицевая и кромочная последняя петля провязывается изнаночной петлей. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее в самом начале, именно в третьем ряду, мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Следующую петлю я снимаю не провязывая рабочей нить за работой, и третья петля провязывается изнаночной. Теперь вторая петля набрасывается на третью и спускается. Обратно 1 изнаночная петля, петлю снимаем не провязывая, и третья изнаночная. Теперь вторую петлю набрасываю на третью и спускаю. Повторяем. Первая изнаночная петля, вторую петлю снимаю не провязывая, и третья изнаночная. Теперь вторую петлю набрасываю на третью и спускаю. И таким образом мы вяжем весь наш ряд до того момента, пока у меня в самом конце не останется на левой спице 2 петли. После того, когда у меня на левой спице осталось 2 петли, я данные 2 петли провязываю вместе одной изнаночной петлей. С вами убавили еще одну петлю в конце ряда. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее все петли я провязываю изнаночными за правую стеночку петли. Мы с вами провязали уже 2 раппорта, убавляя петли. Далее будете провязывать самостоятельно, также убавляя петли. Получается, во всех лицевых рядах убавляется по 2 петли. Одна в начале, вторая в конце. Я провязала мою заготовочку одну часть самостоятельно, убавляя петли. И у меня сейчас на спице располагается 4 петли. Первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой. И последняя кромочная петля. Второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной изнаночной петлей. И теперь первая петля набрасывается на вторую и спускается. У нас осталась одна вот такая вот открытая петля. Далее рабочую нить мы обрезаем побольше, чтобы этой нитью потом сшить шов слитка. Далее нить продеваем в открытую петлю и затягиваем. 2 оставшиеся рабочие нити обрезаем, кончики прячем по изнаночной стороне. И сейчас нам нужно с вами на вот этих вот петлях провязать точно такой же треугольник. Сейчас мы нити все 3 будем присоединять вот в этот кончик и вывязывать точно такой же треугольник. Давайте один раппорт для вот этого вот треугольника мы с вами вместе провяжем. Далее все будете провязывать и закрывать петли так же, как и в этом треугольнике, самостоятельно. Прикладываю нить персикового цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И сразу после кромочной петли мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой, убавляя петлю в самом начале. Далее все петли со спицей мы провязываем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. И в самом конце, когда у нас на левой спице остается 3 петли, первую и вторую петлю я сейчас провяжу вместе одной лицевой,
За правые верхние стеночки и последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Второй ряд по изнаночной стороне, и как мы помним, во втором ряду убавление петель мы не делаем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, следующую петлю провяжу лицевой. И теперь после данных двух петель начинаю вывязывать раппорт узора. Ввожу свою правую спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить, вынимаю длинную петельку на уровень нашего вязания, далее 2 лицевые петли. Обратно ввожу свою правую спицу между второй и третьей петлей, подхватываю рабочую нить, вынимаю петельку на уровень нашего вязания, далее 2 лицевые петли. И таким образом мы провязываем полностью весь второй ряд. В самом конце у нас, когда останется 2 петли на левой спице, мы провязываем 1 лицевая и кромочная последняя провязывается изнаночной петлей. Третий ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю 1 изнаночной петлей. Это наша получается первая петля. Далее вторую снимаю, не провязывая, третью провязываю изнаночной. И теперь вторую петлю набрасываю на третью и спускаю. 1 петля провязывается изнаночной, вторая снимается, не провязывая, рабочая нить за работой. Третья петля провязывается также изнаночной. И теперь вторая петля набрасывается на третью и спускается. Данные 2 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторим. 1 изнаночная, вторую петлю снимаем, третья изнаночная. Вторая петля набрасывается на третью и спускается. Провязываем так далее весь третий ряд до того момента, пока у вас в самом конце не останется на левой спице 2 петли. Когда у нас осталось на левой спице 2 петли, мы провязываем их именно в третьем ряду 1 изнаночной петлей. Четвертый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли с левой спицы мы провязываем изнаночными. Один раппорт узора из 4 рядов мы с вами вместе провязали. Встретимся, когда у вас вывяжется точно такой же вот треугольник. Получается, провязываем данные 4 ряда, убавляя петли. Так же, как мы делали это вот в этом треугольнике. Я связала второй идентичный треугольник. Вот таким вот образом выглядит наша заготовка. Кончики я все спрятала. Оставила одну нить, которой мы будем сшивать подошву, и вторая нить вот в самом конце. 2 кончика, все остальные я спрятала. И после того, как наша заготовочка полностью готова, мы с вами приступаем к сшитию. Я уже вдела в иголочку вот эту вот нить. И сейчас будем сшивать сначала задний шов, потом переходим на подошву и сшиваем шов подошвы. Складываю нашу заготовочку пополам, вот таким вот образом. Получается лицевая сторона снаружи, изнанка внутри. Вводим изначально иголочку в противоположную сторону за 2 дужки кромочной петли. Это для того, чтобы соединить данные 2 края. И затем вот этот вот шов по задней части слитка будем сшивать. Смотрите, каким образом. Мы будем его сшивать не за вот эти вот кромочные дужки петель, а дужки, которые располагаются сразу за кромочными. Получается, вводим иголочку сверху вниз за дужку петель, которая располагается сразу за кромочными с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Только обязательно смотрите, чтобы совпадали цвета. Мятный цвет сшивается только с мятным, белый с белым, персиковый с персиковым и так далее. Обратно ввожу иголочку за дужку петли, которая располагается сразу за кромочной петлей с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. Обязательно иголочку вводим сверху вниз. Вот таким вот образом мы с вами сшили шов мятной части. Переходим на белый цвет. Обратно вводим иголочку за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей с одной стороны
И со второй стороны. С одной стороны. И со второй стороны. И так далее мы будем сшивать полностью вот этот вот шов до, в моем случае, мятного цвета. Это мы, получается, сшиваем вот эти вот два треугольника. Вот эту вот полосу, которая идет сплошная, мы не сшиваем. Задний шов я сшила, вот таким вот образом это все смотрится. Далее сшиваем шов по подошве, и данный шов мы будем сшивать немножко по-другому. Данный шов мы будем сшивать за кромочную вот эти вот дужки петель. Получается, вводим иголочку за 2 дужки, иголку вводим снизу вверх, с изнанки на лицо с одной стороны и таким же образом со второй стороны, с изнанки на лицо. С одной стороны, со второй стороны. Мятную часть мы сшили, теперь сшиваем белую часть. С одной стороны, со второй стороны. Иголочку вводим с изнанки на лицо, снизу вверх. С одной стороны и со второй стороны. Далее сшивайте таким же образом до вот этой вот персиковой части. Персиковую часть сошьем просто нитью другого цвета. Шов мы сшили, далее его разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Рабочую нить выводим на изнаночную сторону, закрепим и обрезаем по изнанке. Далее вдеваем иглу вот в этот кончик нити. Сквозь кромочные петли я протяну данную рабочую нить вот в эту серединку. Разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. И далее сшиваем таким же образом. Вводим иголочку за 2 дужки кромочной петли с одной стороны и со второй стороны. Иголочку обязательно вводим снизу вверх, с изнанки на лицо. И дошиваем полностью весь наш шов. Мы сшили наш шов, и у нас здесь примерно осталось петель 5. Сейчас мы просто проденем иглу сквозь все петли, выводим иголочку на изнаночную сторону и все петли между собой стянем. Швы все разравниваем. И после того, как мы спрятали с вами все кончики, вот такой вот результат у нас с вами получился. Но я еще предпочитаю сделать обвязку, чтобы край был более стабильный и все было ровно и аккуратно. Как мне кажется, с обвязкой смотрятся следки намного лучше. Для обвязки мы сейчас берем нить, я возьму мятного цвета, и крючок примерно 3-3,5 мм. Начинать обвязывать я буду с задней части следка. Ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить, вынимаю петлю на крючок. Затем в следующую кромочную петлю за 2 дужки ввожу крючок, подхватываю рабочую нить. У меня на крючке образовалось 2 петли, и сейчас мы эти 2 петли между собой соединяем вот таким вот образом. Обратно ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить, 2 петли на крючке образовалось, и теперь вот таким вот образом мы их соединяем. Получается, мы обвязываем наш следок столбиками без накидов. Ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, и сейчас эти 2 петли соединяем. Обратно ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, и сейчас эти 2 петли соединяю. И таким вот образом мы провязываем полностью по кругу все наши следки. Встретимся, когда вы обвяжете по кругу полностью весь наш следок и дойдете до вот этой части, где мы с вами начинали делать обвязку. Я сделала по кругу полностью обвязку следка, дошла до вот этого места, где мы с вами начинали. Теперь ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли. Это 2 петли, первые наши обвязки. Подхватываю рабочую нить, и у нас на крючке 2 петли. И теперь вторую петлю продеваю через первую
Далее рабочую нить обрезаем и нить просто вытаскиваем. Теперь вот этот вот кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно вовнутрь слитка. И после того, когда мы с вами спрятали все кончики, сделали обвязку, вот такие вот два красивые нарядные слитка у нас с вами получились. Все смотрится очень красиво и аккуратно. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.